В этом выпуске мы поговорим с вами о натуральных и эффективных природных средствах, которые помогут сохранить, а в некоторых случаях и восстановить здоровье и красоту нашей кожи. Здравствуйте, мои хорошие! Для того, чтобы понять, как можно затормозить возрастные изменения, происходящие с кожей, давайте заглянем внутрь этого самого большого органа нашего организма и посмотрим, какие процессы протекают в нем с течением времени. Кожа состоит из трех основных слоев – эпидермиса, дермы и подкожной клетчатки. Эпидермис – наружный слой, состоящий из ороговевших клеток, который обеспечивает механическую и химическую защиту нашего тела. Второй слой кожи именуется дермой. Он состоит из волокон соединительной и сетчатой ткани, имеет хорошо развитую сосудистую сеть и сеть нервных окончаний. Здесь же располагаются потовые и сальные железы. Соединительная ткань дермы, в свою очередь, состоит из коллагеновых, эластиновых и гладкомышечных волокон. Их основная функция – поддерживать упругость и эластичность кожи. Один из главных компонентов межклеточного вещества, находящегося между этими волокнами – гиалуроновая кислота. Образно можно сказать, что коллагеновые и эластиновые волокна – это пружины, а гиалуроновая кислота – это поролон, заполняющий между ними пространство. Отличительной особенностью гиалуроновой кислоты является способность удерживать на своей поверхности в значительном количестве влагу. К примеру, одна молекула гиалуроновой кислоты связывает порядка 500 молекул воды. И третий слой – подкожная клетчатка, в клетках которой образуется подкожный жир. Кроме обеспечения за счет жировых клеток энергетических потребностей организма, механической и тепловой защиты, подкожная клетчатка также участвует в поддержании упругости кожи. Время неумолимо воздействует на все три слоя. С момента рождения и до начала полового созревания идет плавный рост и окончательное формирование кожи. А в этот период она практически не нуждается в специальном дополнительном уходе. В возрасте 12-14 лет сальные и потовые железы, расположенные в коже, начинают работать намного активнее, что становится одной из причин появления прыщей. Данная тема на нашем канале обсуждалась ранее, и вы можете ознакомиться с ней, перейдя по ссылке, находящейся в описании к этому видео. Десятилетний период с 20 до 30 лет – золотое время нашей кожи. Постепенно отступают проблемы, мучившие в подростковом возрасте. Внешне кожные покровы свежие, розовые, гладкие. В следующий временной промежуток, продолжающийся до 50-летнего возраста, кожа начинает активно стареть. Снижается, а в последующем и полностью прекращается образование основных белков кожи – коллагена и эластина и гиалуроновой кислоты. Волокна коллагена утолщаются и соединяются между собой, тем самым нарушая структуру дермы. Значительно снижается содержание влаги в межклеточном веществе, истончается подкожная клетчатка, нарушается обмен питательных веществ между эпидермисом и дермой. Кожа теряет упругость и эластичность. Ее поверхностный слой становится сухим и шероховатым. Возникают статические морщины, а в местах повышенной мимической активности области глаз, рта, лба, переносицы образуются динамические морщины. К 60 годам процесс старения кожи приостанавливается, наступает период относительной стабильности. Вот мы и подошли к основному вопросу сегодняшнего разговора. Как же замедлить неумолимое приближение старости, сохранив при этом красоту нашей кожи? Конечно, современная медицина и косметология в настоящий момент предлагают широкий спектр услуг, направленных на решение этой проблемы. А вот есть ли возможность, не прибегая к их помощи, самостоятельными усилиями добиться видимых результатов? Для этого рассмотрим те факторы старения, на которые мы можем повлиять. Во-первых, это, конечно, нормализация образа жизни. Стрессы, недосыпание, неоправданные диеты и, как следствие, нехватка в организме питательных веществ, витаминов, микроэлементов, недостаточное потребление воды, излишнее увлечение косметическими средствами и всякого рода механическими и химическими пилингами, злоупотребление алкоголем, табакокурение, увлечение соляриями – все это пагубным образом сказывается на состоянии нашей кожи и ускоряет процесс ее увядания.
А вот регулярные занятия спортом не только помогают справиться со стрессом, но и обеспечивают дополнительный приток крови к коже, оказывая стимулирующее действие. Во-вторых, стараемся максимально защитить кожу от ультрафиолетового излучения. По возможности снижаем количество времени пребывания под прямыми солнечными лучами, избегаем чрезмерного загара и активно пользуемся в теплое время года, особенно на отдыхе, солнцезащитными средствами и средствами после загара. В-третьих, боремся со свободными радикалами, образующимися в нашем организме во время жизнедеятельности, так как именно свободные радикалы ответственны за процесс старения. Для этого включаем в свой ежедневный рацион продукты, богатые витаминами и антиоксидантами. Подсолнечное масло, семена подсолнечника, миндаль, бобовые, арахис, авокадо – отличные источники витамина Е, участвующего в выводе из организма свободных радикалов. Помидоры, грейпфрут и арбуз являются незаменимыми поставщиками ликопина, одного из самых мощнейших антиоксидантов. Морковь, тыква, абрикосы, печень, рыбий жир, яичные желтки богаты витамином А, способствующим образованию эластина. Шиповник, красные и зеленые сладкие перцы, черная смородина, киви, рябина являются кладовыми витамина С и антоцианов, отвечающих за выработку коллагена и поддерживающих упругость кожи. А льняное семя, морепродукты и грецкие орехи насыщены омега-3 жирными кислотами, которые повышают уровень влаги в организме и заполняют морщины. В-четвертых, максимально снижаем потребление сахара. Избыточное количество сахара в пище выступает одной из основных причин образования дефектного сшитого коллагена и нарушения строения второго слоя кожи дермы. В-пятых, пристальное внимание и уход за кожей надо начинать не позднее 30 лет. Помните, именно от того, как вы ухаживали за кожей в период от 30 до 50 лет, будет зависеть ее состояние в более зрелом возрасте. Ну а теперь давайте перейдем ко второй части нашей беседы, которая будет очень интересна прекрасной половине человечества. И поговорим мы о средствах местного применения, масках для кожи. Сразу оговорюсь, сказав, что универсального средства для поддержания молодости кожи не существует. Каждый ее слой уникален и в то же время в полной мере ответственен за красоту и молодость этого органа. По этой причине каждый слой кожи заслуживает нашего особого внимания. Существует несколько нехитрых правил, которые помогут получить максимальный эффект от применения масок. Самое главное правило – кожа должна быть идеально чистой перед началом процедур. Желательно не только вымыть и очистить ее от косметики, но и провести более глубокую чистку скрабом, лосьоном, пенкой или молочком. На лицо маски накладываются равномерно по всей поверхности, за исключением нежной и чувствительной кожи вокруг глаз и губ, не более чем на 15-20 минут. А смываются теплой водой или травяным отваром с использованием ватного диска или мягкой салфетки. В домашних условиях маски проводят курсом 2 раза в неделю. Для воздействия на эпидермис кожи отлично подойдут следующие маски. Белковая маска с отрубями позволяет удалить верхний слой ороговевших чешуек и очистить поры. Готовится она путем смешивания 2 чайных ложек отрубей, 1 чайной ложки лимонного сока и взбитого до состояния пены яичного желтка. Также хорошим эффектом пилинга обладает простая, но носящая красивое название маска Афродита, готовящаяся из 1 яичного белка и 2 столовых ложек меда и муки. Подсохшую маску смывают теплой водой, после чего ополаскивают лицо холодной водой. Молочная маска замечательно разглаживает эпидермис. Для ее приготовления взбейте 4 чайных ложки молока с яичным желтком, добавив для загустения щепотку пшеничной муки. Маска на основе коньяка оказывает очищающий и тонизирующий эффект на эпидермис. В ее состав входит яичный желток, чайная ложка лимонного сока, 2 столовые ложки темного меда, 100 грамм сливок и 1,5 столовых ложки коньяка. Следующие маски используются с целью дополнительного питания второго слоя кожи дермы. Огуречная, состоящая из смеси 25 грамм мелко натертого огурца, 10 грамм размятых ягод красной смородины и столовой ложки жирной сметаны.
Эта маска отлично питает и отбеливает кожу. Прекрасным питательным витаминным эффектом обладает сок петрушки со сметаной, разведенный 1:1. Также с этой целью часто используются салфетки, пропитанные раствором мумиё, который готовится путем растворения 2 граммов мумиё в 200 мл воды. И, конечно, немаловажным будут процедуры по увлажнению кожи. Из увлажняющих масок отличным эффектом обладают маска, приготовленная из 2 столовых ложек сока алоэ и столовой ложки вазелина, и банановая маска, готовящаяся путем смешивания куриного желтка, столовой ложки меда, 2 чайных ложек жирной сметаны и размятого банана. Возьмите себе за привычку ежедневно умываться перед сном травяными настоями, смешанными в равных количествах отварами подорожника, крушины и тысячелистника или настоем хмеля и шалфея, взятыми в пропорции 1:1. Отдельно стоит уделить внимание мимическим морщинам, образование которых можно предотвратить проведением ежедневной гимнастики мимической мускулатуры. Она не занимает много времени. Для ее проведения достаточно выделить 15 минут утром и 15 минут вечером. Перед началом гимнастики нежно разминаем кожу лица и головы кончиками пальцев. Первый комплекс упражнений направлен на предотвращение и разглаживание морщин, появляющихся на лбу. Указательными пальцами фиксируем наружные края бровей и тянем кожу вниз. Бровями пытаемся противостоять давлению, поднимая их вверх. Повторяем упражнение 10 раз. Следующее упражнение зеркально противоположно первому. Кожу пальцами тянем вверх, в то же время опуская брови вниз. Также повторяем 10 раз. Третье упражнение. Ладонью фиксируем кожу лба, закрываем глаза и совершаем ими вращательные движения по 10 раз в каждую сторону. Для предупреждения появления морщин между бровями прижимаем пальцами кожу у внутренних краев бровей и тянем ее по направлению к вискам. Бровями в этот момент пытаемся хмуриться. Далее делаем 2 упражнения, направленных на сохранение молодости кожи, окружающей глаза. Первое. Помещаем пальцы у внешних уголков закрытых глаз и совершаем по 10 вращательных движений глазами в левую и правую стороны. Второе. Опускаем пальцы под внешние углы глаз и также 10 раз подряд поднимаем взгляд вверх и закрываем глаза. Морщинки на щеках разглаживаем следующим образом. Набираем в рот воздух, надувая щеки, и надавливаем на них руками. Повторяем 10 раз. После чего 10 раз надуваем попеременно то правую, то левую щеки. А молодость кожи в области носогубного треугольника помогает сохранить вытягивание губ трубочкой, также проделанное 10 раз. И, наконец, упругость кожи подбородка достигается следующим комплексом упражнений. Широко открываем рот, запрокидывая при этом голову назад. Двигаем нижней челюстью влево и вправо с максимальной амплитудой. Повторяем все по 10 раз. Не ждите моментального эффекта от вышеописанных процедур. Первые видимые результаты, при условии их регулярности, появятся не ранее, чем через месяц, когда произойдет полный цикл замены старых клеток эпидермиса на молодые. Не болейте, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Здоровья вам!